Всем привет! Рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодняшнее видео, как я и обещала, будет являться продолжением предыдущего. И сегодня мы поговорим с вами про локации, декорации и места в кинематографе, которые отвечают за эмоцию испуга и страха у зрителя. Во время съемок этого видео я решила не ограничивать себя творчески, и сегодня я не только приведу в пример вам отрывки из конкретных фильмов, но и мы с вами немножко попутешествуем по похожим локациям, которые я смогла найти в своем городе. Так что приглашаю вас в такое небольшое путешествие, в такой небольшой интерактив. Но перед началом я хочу сказать пару вступительных слов, касающихся этой темы. Раньше я, как обычный зритель, никогда не задумывалась над тем, как пространство в кинематографе влияют на восприятие фильма зрителям, как это влияет на эмоции зрителя, как это вообще в целом влияет на наше восприятие. И только после моей учебы, которую на данный момент я прохожу, я взглянула на эту тему по-другому. И я с новой силой, заново вообще впервые осознала, что пространства в кинематографе могут играть не просто важную второстепенную роль, но и ключевую. Пространство внутри фильма, пространство, которое окружает главного героя, может не только являться зеркалом его эмоционального состояния или как-то противоречить ему, или выражать ключевую идею фильма, взгляда режиссера, но также пространство само по себе может являться героем фильма. Для меня это было настоящим открытием. Принципы, по которым работают пространства в кинематографе, распространяются на все жанры. Но нас сегодня с вами интересует особенно жанр фильмов ужасов, поэтому давайте начнем. Нежилое, заброшенное, старое, покинутое, ветхое место, где некогда была жизнь, но теперь ее здесь нет. Атрибуты покинутого быта невольно заставляют нас задуматься о том, как жили люди раньше в этом месте, как они вели свой быт, какие были у них проблемы. И самое главное, мы начинаем задумываться об этом в контексте своей собственной жизни. А что будет с нашим жилищем, что будет с нами, когда жизнь закончится. И эти экзистенциальные размышления, они как будто бы обитают в этих заброшенных местах. Они заставляют нас думать о конечности жизни. И в фильмах ужасов мы очень часто видим эти стереотипные локации, декорации в виде заброшенных домов, в виде покинутых индустриальных зданий, в виде брошенных психбольниц, как, например, в фильмах «Искатели могил» или в фильме «Хижина в лесу», или, например, в фильме «Последняя смена». Давайте посмотрим пару отрывков из этих фильмов. Эти коридоры опустили более чем 50 лет назад. Мы ищем души, которые не знали покоя при жизни. И, возможно, не нашли его и после смерти. Один из самых страшных типов мест в фильмах ужасов — это места, которые представляют собой некие зацикленные, бесконечно повторяющиеся паттерны, из которых мы не можем найти выход. Например, как лабиринты, или лестницы, или винтовые лестницы на колокольню. Это что-то, что заставляет нас чувствовать себя дискомфортно и испытывать тревогу. О, Господи! Стоп! Какого? Это... Только не говори, что
что мы ходим кругами. Не может быть, Это тот же самый тоннель. Нет? Как это Это возможно? другое место. Поверьте мне. Нет, 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 нет. Ты же вроде говорил, что знаешь, куда идти. Так и есть. Послушайте, я тебя прибью! А ну же, пусти меня! Хватит! Следующие у нас на очереди места, которые связаны с одним из самых распространенных страхов, со страхом замкнутого пространства. В кинематографе в роли таких мест могут выступать узкие пещеры, темные проходы, коридоры, в которых невозможно развернуться, невозможно двигаться. И это страшно на физическом уровне. Как квинтэссенция этого ужаса перед замкнутым пространством может выступать страх быть погребенным заживо. Как, собственно, в фильме «Погребенный заживо», который я не смотрела. И наоборот, огромные, бескрайние, масштабные пространства, в которых невозможно скрыться, в которых ты все время остаешься на виду. Здесь характерными местами можно назвать огромное поле или бескрайний океан. В общем, в этих местах мы чувствуем себя маленькими и беззащитными. Подобные локации в кинематографе и в жизни можно связать сразу с двумя человеческими распространенными страхами. Первый страх — это агорафобия, то есть боязнь открытых пространств. А второй страх — это мегалофобия, то бишь боязнь огромных, масштабных, массивных предметов. В качестве примера здесь я могу привести фильм «В высокой траве». Ты слышал? Что? Помогите! На помощь! Эй, там кто-то есть? Помогите! Я заблудился! Привет! Мы с вами вернулись в нашу домашнюю съемочную студию, потому что для следующей категории мест у меня не нашлось ни одного живого примера. И, наверное, это даже к лучшему, потому что речь у нас пойдет о нечеловеческих, непонятных, действующих и существующих по собственным законам пространствах. Это могут быть сложные, непонятные механизмы, огромные лабиринты, здания, пространства, действующие по странной логике, какие-нибудь тупиковые комнаты, бесконечные коридоры, бесчисленное количество этажей. Попав в подобное пространство, человек, конечно же, испытывает крайнюю степень ужаса, как, например, в фильмах «Куб» или «Платформа». Следующие у нас на очереди места и локации, прочно ассоциирующиеся у нас с физической болью, с угасанием, со смертью. В список этих мест может входить классическая больница, морг, кладбище, в конце концов. И режиссеры, хорошо знакомые с этими законами, с этими ассоциациями, с этими архетипами, часто используют в своих фильмах подобные локации для того, чтобы погрузить нас в нужную атмосферу. Что вы видите? Не прерывайте разговор. Сэр? Тут никого нет. Ясно. Заброшенное здание. Ясно, понятно. Успокойтесь, сэр. Тут ни хрена нет.
Сэр, прошу, успокойтесь. Наверняка поблизости есть люди. Разыщите хирурга, медсестру, кого угодно, любого доступного сотрудника. Тут никого нет, вы понимаете? Сэр, Я ищу, но никого не вижу. Любые темные места. Темнота — это архетипический страх любого человека, и режиссеры, зная это, умело этим пользуются. Мой любимый пример из кинематографа — это классическое японское «Проклятие» и сцена с темнеющей лестницей. И последним по счету у нас пойдет тип мест под названием «Захваченный дом». Когда я придумывала это название, я вдохновлялась рассказом Хулио Кортасара, одноименным рассказом. Кто читал, тот поймет, о каких эмоциях я здесь буду говорить. Вообще дом для человека — это место сакральное и практически священное. Это место, где человек чувствует себя максимально комфортно, в безопасности. Это может быть отчий дом, твой собственный дом, родительский дом, дом твоих друзей. Дом, короче говоря, обычно ассоциируется у нас с очень теплыми эмоциями, со спокойствием, с безопасностью и прочим. Но тенденция в фильмах последних лет, а также в некоторых более ранних фильмах, разрушает этот образ теплого и дружелюбного дома и населяет этот дом злом. Таким образом, последний островок надежды сыпется у человека прямо на глазах. Примеров со злыми, неприветливыми, страшными домами довольно много, в очень разных вариациях. Например, из ранних примеров я могу назвать фильм «Ребенок Розмари», или фильм «Жилец» Полански. Также я могу привести в пример фильм «Вивариум», довольно новый, или «Одержимость» Майкла Кинга, фильм, в котором зло возрастает внутри самого главного героя, то есть оно как бы прорастает корнями прямо вот внутри вот этого семейного дома, в котором все так радужно начинается. Давайте посмотрим пару примеров. Друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если у вас есть ваши собственные наблюдения касательно этой темы, пишите в комментариях. Мне интересно почитать. И жду вас на своем канале в следующий раз, когда выйдет новое видео. Всем хорошего настроения. Пока!